Знаете ли вы, что в США существует 566 индейских племен, признанных на федеральном уровне? Всего они насчитывают около 1 900 000 американских индейцев и коренных жителей Аляски. В соответствии с Конституцией США и заключенными соглашениями племена коренных американцев, признанные на федеральном уровне, обладают определенными правами самоуправления. Эти племена могут регулировать деятельность на территории своих резерваций независимо от власти штата. Например, племена имеют право формировать свои собственные органы управления, устанавливать и применять свои законы, взимать налоги со своих граждан, а также учреждать и определять принадлежность к племени. Члены этих племен, естественно, являются гражданами США. Федеральная индейская резервация – это участок земли, отведенный племени в качестве его постоянного места проживания в соответствии с договором или иным юридическим документом между племенем и Соединенными Штатами Америки. На территории США существует 326 федеральных индейских резерваций. Крупнейшая из них – резервация индейцев Навахо, территория которой составляет почти 65 000 квадратных километров и находится в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. Федеральное министерство внутренних дел занимается отношениями между правительством США и властями племен коренных американцев. Цель правительства США – оказывать индейским племенам поддержку и помощь в создании сильных племенных органов управления, способных развивать экономику на своих территориях. Глава исполнительной власти племени обычно называется председателем. Законодательный орган племени называется Советом племени, районным советом или хозяйственным комитетом племени. В современном устройстве племени его глава исполнительной власти и совет племени почти всегда избираются. Американские индейцы и коренные жители Аляски не обязаны проживать на территории своих резерваций. Подобно другим гражданам США, они могут жить и работать в любом месте Соединенных Штатов. Сегодня более трети всех американских индейцев и коренного населения Аляски проживают за пределами своих племенных территорий. Коренные народы Америки отличаются многообразием культур и говорят на разных языках. По мнению экспертов, в конце 15 века у племен американских индейцев и коренных народов Аляски существовало более 300 языков. Сегодня их осталось менее 200. Поскольку в повседневном общении американские индейцы пользуются английским языком, многие из них стараются сохранить родной язык и обучают ему молодое поколение. Среди федеральных музеев Смитсоновского института в Вашингтоне есть Национальный музей американских индейцев. Задача этого музея заключается в распространении знаний и понимания культур коренных народов западного полушария. Экспозиция музея считается одной из самых богатых в мире и включает памятники коренных народов, предметы, фотографии, архивные документы, а также информационные материалы обо всем западном полушарии, которые помогают посетителям понять уникальную роль американских индейцев в истории и культуре Соединенных Штатов.